I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Их профессия обязывает быть людьми добра и милосердия, но они выбрали иной путь. Ради утех и плотских вожделений лишали жизни ни в чем не повинных стариков. Кэтрин Вуд и Гвендолин Грэм считают одними из самых мерзких женщин-серийных убийц Америки. Что заставило их охотиться на уязвимых и беспомощных? Извращенная любовь, несчастное детство или ревность? Оставайтесь с нами, и мы попытаемся разобраться в этой непростой истории. Люди в преклонном возрасте нередко нуждаются в постоянном внимании медработников и сиделок. Не имея специального образования и опыта, сложно правильно сделать пожилому родственнику уколы и массаж, проводить реабилитацию после травм и болезней, следить за малейшими изменениями его самочувствия и замечать первые признаки развития болезней. Кроме того, уход за близкими людьми требует значительных финансовых вложений. Также стоит отметить, что самостоятельная забота о престарелых полностью меняет жизненный уклад остальных членов семьи и требует изрядной самоотверженности от того, кто намерен ухаживать за родственником. Как и маленькие дети, люди в возрасте требуют круглосуточного внимания, и совмещать такой уход с работой и полноценной личной жизнью практически невозможно. Именно поэтому зачастую принимается решение доверить уход за пожилым родственником профессионалам. Сама мысль о том, что медсестра или кто-то из сотрудников жестоко обращается со своими пациентами или, что еще хуже, причиняет им физический вред, приводит в ужас. Alpine Manor – Альпийское поместье. Это жилой комплекс, где ухаживали за пожилыми людьми и инвалидами. Он был расположен в Уокере, штат Мичиган. Там трудилась команда профессиональных медсестер, обученных работать с людьми, страдающими болезнью Альцгеймера или слабоумием. Болезнь Альцгеймера – хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, характеризующееся резким снижением интеллектуальных способностей вплоть до тотального распада интеллекта и психической деятельности. Впервые это заболевание в 1906 году описал доктор Алоис Альцгеймер. Отсюда и его название. На последней стадии больной сильно теряет вес практически до истощения, забывает речь, не может самостоятельно передвигаться и питаться. Поэтому таким людям требуется помимо медицинского работника еще и сиделка. Необходимо строго следить за приемом лекарств и организовывать уход за здоровьем своих подопечных согласно предписаниям врачей. Дом престарелых Alpine Manor имел хорошие оценки и всегда был полон, но в 1990 году он был вынужден закрыть свои двери после того, как 2 медсестры были признаны виновными в убийстве 5 пожилых женщин, находившихся на их попечении. Кэтрин Мэй Вуд. Кэтрин Мэй Вуд родилась 7 марта 1962 года на военной базе в штате Вашингтон. Ее отец был военнослужащим, а мать – домохозяйкой. Отец Кэтрин сильно изменился после возвращения домой из Вьетнама. Мужчина, в надежде забыть ужасы войны, стал злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения становился жестоким и агрессивным, и свой гнев вымещал на семье. Маленькая Кэтрин и ее сестра всегда боялись отца. Во время таких приступов ярости девочки вынуждены были запираться в своей комнате, в то время как их мать беспомощно наблюдала за происходящим. По словам Кэтрин, война превратила папу в ужасного человека. Можно предположить, что отец девочки страдал посттравматическим стрессовым расстройством. По своей сути, это запоздалая затянувшаяся реакция на стресс, психотравма, полученная в результате длительного стрессового события. Болезненные воспоминания, которые вторгаются в настоящее, кошмары, стресс и тревога – постоянные его спутники. Он вынужден избегать всего, что может напомнить о травме. Человек чувствует себя отделенным от других людей и мира. Пациент с расстройством противится этому, и специально, и неосознанно он может избегать мыслей о событии, блокировать любые попытки сознания
воскресить в памяти произошедшее, насколько это возможно. Поэтому отец Кэтрин употреблял алкоголь. Это был его способ избежать воспоминаний ужасных событий, которые произошли с ним на войне. К сожалению, жизнь Кэти вне семьи была ничуть не легче. Она изо всех сил пыталась завести друзей, но, увы, большинство школьников над ней просто издевались. По этой причине у нее была крайне низкая самооценка. Девочке приходилось проводить большую часть свободного времени в полном одиночестве. По мере того, как Кэти росла, отец становился все более жестоким по отношению к ней и часто высмеивал ее внешность, рост и вес. Мужчина каждый день говорил дочери, что на нее никто из мужчин не обратит внимания. В возрасте 14 лет у Кэти завязались первые отношения с мальчиком по имени Дэвид, и большую часть времени она проводила в его доме. Но к себе из-за жестокого отца приводить друга не хотела. Мать же была не против, что ее дочь гуляет с парнем после школы и по выходным. Но отношения между подростками продлились недолго. Оказалось, что Дэвид – девушка по имени Дебби. Узнав об этом, родители Кэти были в ярости и потребовали прекратить любое общение с ее пассией. Именно тогда у Кэти начала вырабатываться привычка лгать и постоянно скрывать все, что с ней происходит. В 17 лет девушка встретила своего будущего мужа, 20-летнего Кена Вуда, который был ее полной противоположностью. Она была бунтаркой, непослушным ребенком, а он спокойным и благоразумным молодым человеком. Между ними сразу вспыхнули чувства, и всего через 8 месяцев пара связала себя узами брака, с нетерпением ожидая появления своего первенца. Вскоре родилась девочка, ее назвали Жаклин. Но жизнь молодоженов была не такой радужной. Мать Кэтрин постоянно вмешивалась в отношения дочери с мужем, контролировала каждый шаг, мешала воспитывать ребенка и регулярно становилась зачинщицей скандалов. Психическое здоровье Кэтрин сильно ухудшилось из-за сложных отношений с родителями. Она впала в депрессию и стала использовать еду в качестве антидепрессантов, в результате чего ее вес вырос до 204 килограммов. Вероятно, девушка страдала расстройством пищевого поведения, а точнее компульсивным перееданием, которое также известно как приступообразное переедание. Все эти синонимы описывают расстройство пищевого поведения. При нем человек много ест, а масса тела становится избыточной. Как правило, это защитная реакция на различные стрессовые факторы. Особенность расстройства – отсутствие реального голода. Еда необходима лишь для того, чтобы заглушить эмоции. Чтобы хоть где-то спрятаться от постоянных и изматывающих конфликтов, Кэтрин пошла учиться на медсестру. Окончив обучение, ей предложили должность сиделки в доме престарелых Alpine Manor. Там она и познакомилась с будущей сообщницей – Гвендолин Грэм. Гвендолин Гейл Грэм родилась 6 августа 1963 года в Санта-Монике, Калифорния. Как и у Кэтрин, у нее не было счастливого детства. Отец был жестоким и бесчувственным человеком. Он считал, что детям никогда нельзя показывать теплых чувств, поскольку любовь сделает ребенка слабым. Многие годы семья переезжала с места на место, поэтому юной Гвен было сложно выстраивать отношения со сверстниками. У нее так же, как и у Кэтрин, не было друзей, и она также страдала от одиночества. Когда девочке исполнилось 11 лет, отец начал оказывать ей странные знаки внимания. Сначала подсматривал за ней в душе, а потом изнасиловал. Чтобы хоть как-то защититься, Гвен решила уродовать себя. Отрезала волосы, одевалась в мальчишескую одежду, могла не мыться несколько дней, думая, что эти действия заставят родителя остановиться. Но такое сопротивление вызвало у мужчины еще больше гнева и ярости. У Гвендолин была собака, которую она просто обожала, считала лучшим другом и единственным, кто мог бы ее утешить. Когда животное заболело, отец заставил одного из сыновей убить пса, а девочку смотреть на все это. Он был уверен, что его дети должны быть свидетелями смерти, страха и боли, якобы это поможет им стать сильными. Сложно представить, как данное событие повлияло на психику девочки, ведь после того, как собаку похоронили, Гвендолин отправилась к месту захоронения и выкопала череп себе на память. После окончания школы она поступила в медучилище, но долго там не проучилась. В 20 лет встретила свою первую любовь, 28-летнюю Фрэн. Спустя несколько свиданий пара приняла решение переехать в Гранд-Рапидс, штат Мичиган,
После переезда Френ помогла своей возлюбленной в поиске работы, и в итоге та устроилась в доме престарелых в качестве помощника медсестры. Отношения Гвен и Кэти. Кэти и Гвен впервые встретились во время одной из своих обычных ночных смен, и они почти сразу подружились. Девушки чувствовали, что знают друг друга целую вечность. Проводили вместе каждую свободную минуту, на работе, в кафетерии, на переменах, во время смены, и всего через 3 недели после знакомства решили съехаться. Сначала сказали своим коллегам, что они просто хорошие друзья, но потом все же признались, что являются парой. Кэти и Гвен знали, что хотят быть вместе, и приняли решение расстаться со своими партнерами. И если Гвен легко разорвала связь со своей девушкой, то ситуация Кэти была намного сложнее. Муж отчаянно боролся за свою семью и не хотел давать супруге согласие на развод. Точку в отношениях удалось поставить только после долгого и утомительного судебного процесса. Однако мужчина получил полную опеку над их дочерью. Сердца были разбиты, семьи разлучены, но Кэти и Гвен получили то, что хотели, и они, наконец, были вместе. Девушки стремились к саморазрушению. После того, как первоначальное возбуждение от свиданий и флирта друг с другом улеглось, все пошло наперекосяк. Пара часто вступала в полномасштабные споры, которые могли перерасти в рукоприкладство. Всю их связь можно охарактеризовать как серию манипуляций, скандалов и драк. Они не прилагали никаких усилий, чтобы скрыть неприглядную сторону своих отношений, и были жестоки друг с другом даже на рабочем месте. После нескольких недель деструктивного поведения девушки нашли способ уладить разногласия. Вместо того, чтобы вымещать свой гнев друг на друге, направляли его на других. Сначала они устраивали опасные розыгрыши над своими коллегами-сотрудниками в альпийском поместье, а потом перешли и на постояльцев. В отличие от коллег по работе, старики не могли постоять за себя, а даже если бы они это сделали, никто бы им не поверил в то, что помощники медсестры их мучили. Один из любимых методов пытки – прятать пациентов в укромных уголках на несколько часов, лишая их жизненно необходимых лекарств. Наблюдение за страданиями несчастных и беспомощных стариков приводило девушек в полный восторг. Сотрудники, которые разговаривали с полицией, вспоминали, что Кэти и Гвен вели себя подозрительно. Но никто не мог даже представить себе те зверства, которые пара совершала за закрытыми дверьми. Серия убийств. В декабре 1986 года Гвендолин впервые попробовала убить пожилую пациентку, но попытка оказалась неудачной. Грэм зашла в темную комнату спящей пациентки, вытащила из кармана заранее припасенную веревку и навалилась на пожилую женщину, пытаясь сдавить ей горло. Кэти в это время стояла в коридоре и следила за обстановкой. Старушка сразу же проснулась и стала активно сопротивляться. Гвендолин такого поворота дел не ожидала, поэтому отпустила жертву и выскочила из комнаты. Если бы пациентка ее и узнала, все равно ничего бы не сообщила руководству клиники, потому что у нее было слабоумие. Свое первое убийство подруги-любовницы совершили в январе 1987 года. Их жертвой стала Маргарет Чемберс. Женщина 12 лет страдала болезнью Альцгеймера и нуждалась в постоянном уходе. Маргарет на момент убийства жила в поместье уже 5 лет, и со всеми сотрудниками у нее были прекрасные отношения. Муж навещал ее практически каждый день. В день убийства он также пришел в поместье, супруги пообщались в течение часа, затем мужчина ушел. Убийство парочка совершила во время одной из ночных смен. После того, как Кэти дала лекарство подопечным, Гвен затащила ее в спальню Маргарет и заставила стоять на страже, а сама начала душить свою жертву мочалкой. Истощенная пожилая женщина не могла оказать никакого сопротивления. Ее тело перед смертью сотрясли лишь несколько судорог. Убедившись, что в этот раз все получилось, Гвен подозвала свою девушку. Некоторое время обе любовались на убитую, испытывая дикое возбуждение, после чего отправились в комнату отдыха медсестер, где между ними произошел половой акт. Час спустя другой сотрудник обнаружил тело Маргарет, и хотя все были опечалены ее уходом, понимали, что это лишь вопрос времени, поэтому смерть признали естественной. Почувствовав себя безнаказанными, Кэти и Гвен начали свою серию убийств и сначала хотели превратить это в игру, выбирали жертв с инициалами, соответствующими слову «murder» – «убийство».
Первой как раз была жертва, чье имя начиналось на букву «М». Но они быстро отказались от этой идеи, потому что трудно было найти подходящую жертву с инициалом «Ю», поэтому было решено в качестве жертв выбирать всех, кто не сможет оказать сопротивление. Следующее убийство они совершили через несколько дней после первого. И опять жертвой стала женщина, страдавшая болезнью Альцгеймера. На этот раз Гвендолин воспользовалась подушкой. Когда больная умерла, она сняла с ее шеи серебряную цепочку с кулоном. Позже, во время секса, надела эту цепочку на шею любовницы и испытала сильное возбуждение. Чтобы каждый раз окунаться в воспоминания об убийстве, Гвендолин стала забирать личные вещи погибших, а также надевала их во время интимной близости. И Кэти и Гвен считали, что тайна совершенных преступлений скрепит их союз навсегда. Они пообещали любить друг друга вечно и один день. Затем они стали добавлять еще один день за каждую убитую ими жертву. Убийцы отняли в общей сложности 5 жизней. В итоге их обещание превратилось в любить друг друга вечность и 5 дней. Многие жертвы, возраст которых варьировался от 65 до 97 лет, были недееспособными и страдали болезнью Альцгеймера. Но после очередного убийства их союз дал трещину. Гвендолин стала настаивать на том, чтобы они поменялись с Кэти местами. Она воспринимала это как доказательство ее большой любви. Однако та отказалась убивать. Гвен же стала настаивать, и закончилось это тем, что Кэти перевелась в другую смену и стала избегать бывшей любовницы. Грэм недолго страдала по поводу их разрыва, а вскоре и вовсе нашла новую возлюбленную. И тоже из медицинской среды. Она работала в клинике для новорожденных детей в Техасе. Туда серийная убийца и переехала. Арест и суд. Кэти и ее бывший муж Кен Вуд все еще поддерживали связь после развода. В 1987 году женщина позвонила ему и сообщила о разрыве своих отношений с Гвен. Пара была вместе чуть больше года, с 1986 по 1987. Причиной разрыва назвала измену. Со слов Кэти, она видела, как Гвен целуется с другой медсестрой прямо на рабочем месте, и это разбило ей сердце. Кен был единственным человеком, который остался в жизни Кэти, поэтому она рассказала ему все о своих отношениях с Гвен, включая некоторые ужасающие секреты. Так, она делилась тем, что возлюбленная требовала отношений садистско-мазохистского типа, а Кэтрин пришлось на это согласиться, потому что не смогла противостоять ей. Не скрывала от бывшего мужа и интимных подробностей личной жизни. Жаловалась, что изначально в их половом акте все было стандартно, но со временем Гвен становилась все более агрессивной. Пыталась душить, а затем просто бить Кэтрин в процессе. Это все очень пугало женщину, но сопротивляться не стала. Затем пара стала часто говорить о том, что же чувствует человек, который убивает людей и видит выражение их лиц в момент смерти. Все это было просто разговорами, пока Кэти не поняла, что Гвен действительно хочет воплотить их фантазии в реальность. Убив человека, Гвендолин желала испытать более яркие эмоции. Вскоре от разговоров любовницы приступили к действиям. Кэти рассказала своему бывшему мужу о всех преступлениях, которые они совершили. На вопрос Кена, почему же она согласилась на это все, ответила, что хотела сделать счастливой свою любимую женщину. Больше года мужчина хранил молчание, но в октябре 1988 года совершенно неожиданно пришел в полицию и сделал заявление. Он сообщил детективам, что его бывшая жена и ее любовница убивали пожилых пациентов в доме престарелых. На вопрос, почему он не обратился раньше с заявлением, сказал, что очень долго сомневался, потому что в браке Кэтрин его часто обманывала. Кроме того, женщина пригрозила убить себя, если он кому-то расскажет. Однако спустя год, из-за мук совести, Кен все-таки решил сообщить об этом сокровенном разговоре. После заявления детективы поговорили с администратором дома престарелых, который сообщил, что в учреждении не происходило ничего необычного и что Кэти была отличным работником. Затем детективы попросили Кэти приехать в полицейское управление для интервью, на что она согласилась. В участке следователи ознакомили ее с показаниями Кена, и сначала она сказала, что это была просто шутка. Однако позже, когда были предоставлены записи о том, что именно она и Гвен дежурили в день смерти потерпевших, призналась. Женщина рассказала, что ее коллега и любовница Гвендолин Грэм
задушила нескольких пациентов в доме престарелых. По словам Кэти, после того, как Гвен кого-то убивала, они занимались сексом. Кэти думала, что для Гвен это освобождение. Зачем они это сделали, просто уму непостижимо, рассказал детектив департамента полиции Уокера в отставке Роджер Калиняк. После показаний Кэти расследование началось незамедлительно. Первым делом следователи допросили коллег по работе. Сотрудники дома престарелых поделились, что у Кэти и Грэм были напряженные и неустойчивые отношения, а также рассказали о том, что возлюбленные устраивали странные шалости, например, залезали под кровати пациентов и хватали помощниц-медсестер за лодыжки, когда те проходили мимо. Еще свидетели утверждали, что женщины часто устраивали драки на рабочем месте и постоянно друг друга ревновали. Затем детектив Уокер вылетел в Техас, чтобы допросить Грэм по поводу обвинений. Она заявила, что Кэти просто выдумала эту историю. Все ее обвинения выдвинуты лишь из мести за разрыв отношений. После допроса Гвендолин согласилась пройти проверку на полиграфе. Тест оказался безрезультатным, и властям пришлось освободить ее. Прежде чем произвести арест, прокуратура потребовала от следователей представить подтверждающие вещественные доказательства, и в декабре 1988 года власти эксгумировали останки Эдит Чемберс и другой жертвы, Эдит Кук. Тела же остальных 3 погибших по решению родственников кремировали. Эксперты-патологоанатомы не смогли найти никаких доказательств убийства, что не редкость в случаях удушения, но Кэти рассказывала все новые и новые подробности, поэтому следователям в конечном итоге удалось квалифицировать их смерть как убийство. Всего было эксгумировано около 40 тел, 8 из них вызывали серьезные вопросы у патологоанатомов, но доказать насильственную смерть также не удавалось. Вскоре после этого и Кэти, и Грэм были арестованы. Кэти было предъявлено обвинение по 2 пунктам, а Грэм по 5 пунктам в убийстве. Кэти удалось добиться смягчения приговора, возложив всю вину на Гвендолин и сославшись на жестокое обращение, которому она подвергалась. Но Гвендолин настаивала на своей невиновности. В интервью 2019 года женщина сказала: «Кэти была зла на меня, потому что я бросила ее, я изменила ей. Я никогда не понимала, как можно было обманывать так. Я считаю, что она зашла с этим делом слишком далеко». 3 ноября 1989 года Грэм была признана виновной по 5 пунктам обвинения в убийстве и 1 пункту обвинения в заговоре с целью совершения убийства. Суд приговорил ее к 5 пожизненным срокам. В настоящее время она содержится в женском исправительном учреждении штата Мичиган. Вуд была обвинена по 1 пункту обвинения в убийстве 2 степени и по 1 пункту обвинения в сговоре с целью совершения убийства 2 степени. Она была приговорена к 20 годам по каждому пункту и имеет право на условно-досрочное освобождение. Отбывала свое наказание в Федеральном исправительном учреждении строгого режима в Таллахассе, Флорида. 6 июня 2021 года вышла на свободу. На данный момент проживает с родственниками в Южной Каролине. После суда над Кэтрин и Гвендолин несколько семей подали в суд на владельцев Alpine Manor за найм опасных и неуравновешенных сотрудников. С тех пор дом престарелых с таким названием прекратил свое существование. Теперь он работает под названием «Убежище Святой Марии». Писатель Лоуэлл Кафил рассказал в своей научно-популярной книге совершенно иную историю, отличную от той, которую Вуд представила в качестве ключевого свидетеля на процессе Грэм. Некоторые из свидетелей описали Кэтрин как соблазнительного патологического лжеца, которому доставляло удовольствие вносить хаос в жизни других людей. В книге «Навсегда и 5 дней» представлены доказательства того, что Вуд спланировала первое убийство после того, как застала Грэм с другой женщиной. Кэтрин заставила свою возлюбленную участвовать в преступлении, надеясь, что это убийство свяжет их навсегда. Когда Грэм все равно бросила ее после серии предполагаемых убийств, Вуд была готова подвергнуть себя юридической опасности, раскрывшись полиции, чтобы отомстить. В книге Кэтрин изображается как психопатический криминальный авторитет, который манипулировал прокурором и присяжными, чтобы наказать бывшую возлюбленную. Психологическое тестирование также показало, что Грэм легко поддавалась манипуляциям, страдала пограничным расстройством личности, и ей не хватало изощренности, чтобы спланировать серию убийств, не говоря уж о том, чтобы адекватно защитить себя в суде.
Детектив в отставке Роджер Калиняк, который работал над делом об убийстве, заявил, что Вуд была замешана в этом деле больше, чем показывала. «Я считаю, что Кэти Вуд была вдохновителем. Она была той, кто дергал за ниточки Гвендолин Грэм. Первая выполняла грязную работу, а Кэти была мозгом, стоявшим за ней», — сказал он журналистам. Бывший офицер полиции сказал, что опасается, что Вуд нанесет новый удар теперь, когда ее освободили. «Из соображений безопасности я бы не хотел, чтобы мои внуки или пожилые пациенты находились рядом с ней», — сказал мистер Калиняк. «Она серийный убийца, и она может сделать это снова, и большинство из них так и делают». Дорогие подписчики и гости канала, как вы считаете, кто же в действительности был убийцей несчастных старушек? Кэтрин или же Гвендолин? А может быть, убийств вообще не было? И вся эта история лишь ужасный план мести Кэтрин для своей бывшей возлюбленной. Своим мнением об этом делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы. Этот сюжет создан по просьбе нашей подписчицы. Пишите и вы, какие истории вам хотелось бы услышать.